Следующий шаблон, который с вами посмотрим, это простая фабрика, которая относится к порождающим шаблонам. Он очень сильно напоминает статический фабричный метод, отличаясь только тем, что этот метод не статический, то есть метод создания объектов не статический, а вызывается как обычный метод объекта. Суть шаблона, как и все остальные порождающие шаблоны, это создание объекта. То есть шаблон простая фабрика — это некий класс, в котором есть один метод с большим условным оператором, выбирающий создаваемый объект. Этот метод вызывает, например, с неким параметром, по которому определяется, какой из продуктов или типов продуктов можно и нужно создать. В простой фабрике обычно нет подклассов. То есть она отличается от статической фабрики, например, тем, что, собственно, не является статической. Таким образом, вы можете иметь множество фабрик с разными параметрами, а простая фабрика всегда должна быть предпочтительней статической фабрики. Вот такой простой пример сейчас с вами посмотрим в реализации. То есть у нас есть класс Simple Factory, который является имплементацией шаблона простая фабрика. И есть один единственный метод createBicycle с аргументом в виде type. Да, и, собственно, есть два класса объекта. Это SportBicycle, SimpleBicycle, который имплементирует интерфейс iBicycle и реализует метод driveTo destination. Давайте с вами посмотрим на реализацию. Итак, наш юнит-тест, который будет создавать экземпляры создаваемых объектов с помощью Simple Factory, вызывает тем самым у экземпляра Simple Factory метод createBicycle, который на вход принимает у нас тип создаваемого объекта Simple или Sport. Давайте детальнее посмотрим класс Simple Factory. Соответственно, у него есть один метод createBicycle, который по типу создает нужный нам объект. Все, что он делает. Есть два объекта, SimpleBicycle и SportBicycle, извините, да, которые реализуют интерфейс iBicycle и представляют свою реализацию метод driveTo указанному destination. Но это уже как бы отдельная логика, мы с вами ее не будем рассматривать. Наша задача сейчас посмотреть, каким образом отработает наш тест и создадутся нужные нам объекты Simple и Sport. Запускаю тест и вижу, что наши Simple Factory создают нам два разных объекта. Тесты прошли успешно. В данном случае это обычный bicycle. В этом случае у нас bicycle с префиксом Sport. Что еще можно сказать про данный шаблон? Пример кода с вами посмотрели. Применимость. Когда можно применять данный шаблон? Ну и как уже на самом деле было несколько раз сказано в предыдущих уроках, все эти шаблоны, фабричные шаблоны создания или фабрики шаблонов, они очень похожи друг на друга. То есть система должна оставаться независимой как от процесса создания новых объектов, так и от типов порождающих объектов. Использовать нужно. Необходимо также создавать вам группы или семейства взаимосвязанных объектов, включая возможность одновременного использования объектов. То же самое можно использовать. Так, для использования простой фабрики мы с вами должны создать таблицу соотношений типов продуктов к вариациям семейств продуктов, если мы хотим работать с семействами. То есть сводим все вариации продуктов к общим интерфейсам, изменяем код инициализации программы так, чтобы она создавала простую фабрику, экземпляр простой фабрики, и передавала ее в клиентский код. Затем мы заменяем в клиентском коде участки создания продуктов через вызов метода создания продуктов простой фабрики, указывая тип создаваемого продукта в качестве аргумента. Преимущество такого подхода: скрывает сам процесс порождения продуктов, делает систему независимой от типов созданных продуктов, позволяет быстро настраивать систему на нужное семейство создаваемых продуктов. Итог: мы с вами посмотрели на самом деле последний шаблон проектирования в подсемействе порождающих шаблонов проектирования, так называемых фабрик. Это простая фабрика, самая, наверное, понятная и простая в реализации. Еще раз повторим: простая фабрика — это класс,
в котором есть один метод с большим условным оператором, выбирающий создаваемый продукт.